Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторис. С вами снова Андрей, снова истории. Я уверен, что вы все прекрасно знаете про знаменитый комплекс пирамид в Гизе. Сегодня я прочитаю вам рассказ про самую большую и знаменитую пирамиду этого древнего архитектурного ансамбля. Итак, поехали. Во сколько сегодня бы обошлась пирамида Хеопса? В наши дни высотными сооружениями мало кого удивишь. Нормой стали полукилометровые башни из стекла и металла. Но вплоть до середины XVIII века пальма первенства в списке самых высоких зданий мира принадлежала пирамиде Хеопса, чья нынешняя высота составляет 139 метров. Тот факт, что здание было построено за 26 веков до рождения Христа без применения современных инженерных и технических решений, лишь подчеркивает уникальность сооружения. Проектировал пирамиду племянник одного из правителей Египта, инженер Хемиун. Пирамида построена на естественном холме из известняка и представляет собой ярусы, выполненные из блоков гранита и известняка. Первоначально пирамида была еще выше и достигала 146 с небольшим метров. Уклон стен составляет 51 градус, а площадь основания равна нескольким футбольным полям – 54 тысячи квадратных метров. Один на другом в ней расположены 203 слоя гигантских блоков, средняя масса которых составляет 2,5 тонны, а максимальная 35 тонн. Внутри скрываются три главных помещения: гробница фараона, погребальная камера его супруги и ложная камера, предназначенная для отвлечения внимания грабителей и авантюристов, осмелившихся покуситься на вечный покой царей Верхнего и Нижнего Египта. Правда, сами мумии не были обнаружены археологами. Возможно, пирамида была разграблена еще в древности. Три камеры соединяются так называемой Большой галереей. Очень долго считали, что при строительстве применялся рабский труд, но исследования конца XX века подтвердили, что на постройке работали свободные люди, причем нередко весьма обеспеченные. Возведение загробного жилища для фараона было своего рода налоговой повинностью. Но поскольку рабочих требовалось много, то к постройке привлекали и просто наемных работников, которых кормили за счет казны и которым выплачивали скромное, но регулярное жалование. Неподалеку от пирамиды обнаружены руины жилого городка, изучение которого позволило сделать
некоторые выводы относительно численности занятых на постройке людей. Дополнительным источником стали глиняные таблички и древние папирусы, в одном из которых удалось найти запись о 10 тысячах работников. Они работали в соответствии с графиком и сменяли друг друга каждые 90 дней. Максимальной численности персонала стройка достигала всего раз в году на несколько месяцев, когда требовалось перевозить огромные блоки. Эти цифры противоречат версии Геродота о сотнях тысяч невольников, привлечение которых к работам разорило Египет и стало причиной падения государства. Натуральный эксперимент показал, что за 27 лет столько, по некоторым данным правил Хеопс, необходимое количество каменных блоков могли быть вырублены из скальных пород усилиями всего 900 тысяч человек. Ведущий египтолог Рединг, проанализировавший останки строителей, выяснил удивительные вещи. Предполагаемые невольники, привлеченные к постройке, питались просто отлично, много лучше окрестных крестьян. В их рационе было мясо, овощи и большое количество других продуктов, в том числе морская рыба. Значительную часть расходов на постройку требовала добыча и доставка стройматериалов. Для возведения использовали местный известняк, но облицовочные работы выполнялись белым камнем из Туры, расположенной в 12 километрах от Гизы. А примененный для отделки внутренних камер гранит добывали в Асуане, без малого в 1000 километров вверх по Нилу. Определить реальную стоимость постройки в современных деньгах непросто, ведь основой зарплатного фонда было продовольствие, а большая часть материалов была собственностью правителя Египта. Если бы постройка велась сегодня, блоки известняка обошлись бы в $500 миллиарда США. 8000 тонн гранита в 1,5 миллиарда, а оплата труда продуктами по нормам 26 века до нашей эры в сумму, не превышающую $1 миллиарда. Сопоставимая по ресурсам, затраченным на строительство, всемирно известная плотина Гувера, памятник инженерной мысли США начала 20 века, обладает схожими объемами. А архитектор Уэрден, изучавший историю этого периода, уверяет, он уложился бы самое большое в 5 лет с привлечением 2000 человек и $5 миллиардов. Новые технологии и новые материалы сильно удешевляют строительство. Одно только применение бетона могло бы сократить издержки процентов на 20-30. Друзья, вот
под таким необычным углом автор сегодняшнего рассказа рассмотрел вопрос строительства знаменитого памятника архитектуры. Надеюсь, что вам понравилась эта история. Я буду очень рад вашим отзывам и комментариям. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!